Расширение военной биолаборатории под Москвой, марш против Путина и войны 17 ноября, зима в Украине. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 2 ноября, 14:30. 25 октября издание The Washington Post показало спутниковые снимки военного исследовательского полигона недалеко от Москвы, где строят 10 новых зданий для расширения советской биолаборатории Сергиев Посад-6. В интервью газете «Красная звезда» военный командир лаборатории Сергей Борисевич описал объект как основу биологической системы обороны страны. 48-й Центральный научно-исследовательский институт, который действует в Сергиевом Посаде, связан с разработкой химического оружия, известного по покушениям на Навального и Скрипалей, а возможно связаны с 2 отравлениями Владимира Карамурзы. 30 октября обмененные недавно Владимир Карамурза, Илья Яшин и вдова Алексея Юлия Навальная анонсировали марш солидарности на 17 ноября. Требования: отстранить Путина от власти и судить как военного преступника, вывести войска из Украины и освободить политзаключенных. На обложке видео видны российские флаги, что вызвало много споров. Владимир Карамурза пояснил телеканалу «Дождь», что марш имеет отсылку к маршу против войны в Украине, прошедшему 21 сентября 2014 года в Москве, организованному убитым через несколько месяцев Борисом Немцовым. Мы в СССР давно сошли в рассчитаем, что хотя российский триколор и был в 90-х флагом революции, сейчас он стал одним из символов захватнической войны и военных преступлений, поэтому у нас на акциях этот флаг запрещен. Приносите наш символ сопротивления войне и путинизму – бело-сине-белый флаг. Мы и другие российские антивоенные активисты, объединившиеся в сообщество Free Russians Global, уже планируем акции в своих городах. Ожидайте объявлений и в Лиссабоне. Вчера стало известно, что после года под домашним арестом белорусский режиссер и активист Андрей Гнет на свободе и уехал из Сербии. 21 октября российский антивоенный активист Владислав Ариничев был выпущен из тюрьмы в Хорватии. Однако суды еще впереди, поэтому ему все еще нужна ваша поддержка. 16 октября после отказа в продлении ВНЖ россиянину с антивоенной позиции Антону Бобрышеву Сербия предписала покинуть страну в течение месяца. 27 октября газета «Le Monde» рассказала, что, используя публично доступные данные, которыми делятся пользователи спортивного приложения Strava, удалось вычислить охранников первых лиц государств. Обращайте внимание на свою безопасность. Возможность поделиться какой-то информацией не означает того, что это нужно делать. В пятницу синоптик Наталка Диденко рассказала, что в Украину пришел холодный атмосферный фронт. 4 ноября в нескольких областях ожидается мокрый снег и сильный ветер. Поэтому давайте вместе с вами скорее закроем сбор на портативные электростанции для Украины, который мы проводим совместно с другими антивоенными ассоциациями россиян. Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.